я хочу твою яринку. Привет, это Ронда. Не прошло и месяца после того, как произошел пи***ш у Вовы Сладкова, после того, как он попал в больницу, а в этом торговом центре устроили массовый капец. Так все ютуб-блогеры начали снимать видео про Вову Сладкова, 42 братух и песню про бабульку. Это будет короткий ролик, чтобы во всем разобраться, почему произошел этот конфликт, кто такой вообще Вова Сладков и почему произошел этот массовый капец со 42 братухами. Усаживайтесь поудобнее и подписывайтесь, чтобы не пропускать мои следующие видео. Давайте мы разберемся, кто же наш такой Вова Сладков. Вова Сладков или же Владимир Солодков — это блогер, тиктокер, лайкер и еще другой персонаж. Родился 16 февраля 2011 года в Керчи в Крыму. Его рост, знаете какой, ребята? 96 сантиметров. Вы спросите, а почему у него такой низкий рост? Ведь он же говорил на своем шоу с Бадабумчиком, там, где он просто такой крутой, поэтому у него рост такой низкий, что ли. Ты похож на гнома. Ну, как бы, то есть в этом я уникален, в этом есть моя фишка, я тем и интересен, как бы. То есть, как говорится, бриллианты большими не бывают. У тебя с головой что-то не в порядке. Ну и с ним. Все из-за того, что у него диагностировали редкое заболевание, а именно ювенильный ревматоидный артрит. Чего? Что это значит? Это повреждение суставов и замедление роста. Как это в случае с Ютубом. Его мать вечно жаловалась на такой капец и пи***ц. Но сейчас вам немножечко спалю свой рост и сравните меня с ним. Мой рост состоит 181 сантиметр. А теперь сравните меня с Вовой Солодковым. Но я гораздо выше его. Ну, почти как и все некоторые блогеры. Вот какой у вас рост, ребята? Напишите в комментариях. Лучший рост я буду лайкать. Но сейчас я вам расскажу, почему он стал таким популярным. Почему он так популяризуется, так и так далее. В общем, ребята, все из-за того, что он приходил на одно шоу, не помню какого названия, в котором участвовал Максим Галкин. И он там рассказывал смешные анекдоты, ну, почти взрослого типа. И если он рассказывает такие анекдоты, которые интересны для бабушек и так далее, вот почему из-за этого появился и этот ремикс «Бабулька», то таким детям, как по 10-11 лет, неинтересно вообще ни будет. А после этого он начал популяризоваться в Ютубе, в ТикТоке, Инстаграме и в других социальных сетях, в которых проводилась его карьера. Даже в том российском говне под названием Япи и детском под названием Лайки. Ну, это понятно, потому что там всякие танцполы выкладывают. Не буду вам показывать видео из Лайка, потому что они не будут интересны для вас. В принципе, наш Вован снимал достаточно хороший позитивный контент. Лично для меня, я вот заходила на его канал, и мне, в принципе, нравились его ролики. Но давайте мы перейдем к тому, почему произошел конфликт с 42 братухами. Наступает наш 2025 год. Или же отвернемся от него пока на минутку. Потому что в 2024 году он написал свою песню под названием «Барабулька». Это он ведет отсылку к обычной рыбе под названием «Обыкновенная султанка» или «Барабулька». А теперь возвращаемся в наш 2025 год. Этот год для юного блогера начался со скандала вокруг его барабульки. В предпоследний день 2024 года блогер Свиди, который пел песню «Альтушка для скуфа», новая программа, он выпустил свою песню этой версии барабульки, но уже с песней «Бабулька», которые неприемлемы для детских ушей и так далее. К сожалению, я вам, ребята, песню эту включить не могу, потому что, в свою очередь, в Генпрокуратуру обратились общественники с требованием заблокировать непристойный кавер, как оскорбляющий человеческое достоинство. Между тем, Солодков начал выступать на корпоративных мероприятиях. В эту творческую программу выходили юмористические миниатюры, легендарная песня «Барабулька», ну и другие всякие пи***шки.
И вот совсем недавно у Бадабумчика выходит ролик под названием «Вова Солодков, хейтери, барабулька». Он не пригласил сюда 42 братух. Ну, потому что он, как в своем ТикТоке объясняет, то они могут уничтожить его жизнь. Чтобы они говорили там «Ай, барабулька, ай да сукин...» Ой, и наверняка включали тот самый матерный ремикс. А перейдем к автору ремикса. Он создал этот ремикс, но потом менеджеры просили его удалять. Но так как удалили уже через Генпрокуратуру, уже поздно. Они даже требовали 1 000 000 рублей за удаление трека. Прям как в старые добрые времена. А дай-ка мне то, а я тебе заплачу, да хуй денег. Ну это старые времена. А теперь давайте поговорим про отмену его концерта. Когда Вова Солодков почувствовал себя плохо и участие на его концерте не состоялось, тогда вышла роблоксерша под названием Женяша. Когда она пела свои, почти нормальные песни, ее захуярили яйцами. Вы можете это видеть на кадре. В общем, а после этого, когда Барабулька выступил на очередном концерте без всякого самочувствия, вы могли видеть плакаты со 42 братухами и так далее. Тогда после этого конфликта Барабулька записал кружки в своем ТГ-канале. Эти кружки я уже смотрел на своем канале на Твиче. Я там, кстати, провожу регулярно стримы, поэтому подписывайтесь на мой Твич, там будет все круто. В общем, после этого на него уже полился очень серьезный хейт. После того, как BuzzFeed начали удалять видео из-за этого ремикса. Если вы посмотрите название трека «Барабулька», то там будет «Бабулька ремикс» BuzzFeed. Но это ошибка ТикТока. Я не причастен к ТикТоку, говорил сам BuzzFeed. Итоги ролика. В этом конфликте виноват барабанная дробь. В этом конфликте никто не виноват. Потому что, во-первых, 42 братухи сами захейтили, и из-за этого получился большой хейт. А вот Барабулька виноват из-за того, что он призывал удалять соцсети BuzzFeed, и из-за этого он получил большой форс бабульки. В общем, это кто виноват, а кто прав. Напишите, ребята, сами в комментариях. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео.